Привет, друзья! Сегодня у меня на распаковке 4 посылки с AliExpress. Это клеймы автомобильные, а также клеймы НШВИ двойные. Также будет термоусадочная трубочка, насколько я понимаю, здесь находится 3 размеров, с клеевой основой внутри. Для чего она нужна, я думаю, многие знают, автомобилисты и электрики. Но сегодня также еще покажу это в видео наглядно. Давайте приступим к распаковке первой посылочки. Посылки, кстати, шли очень долго. Запечатаны добротно. Кстати, некоторые вещи запечатывают намного хуже. И здесь мы видим, у меня идут автомобильные клеймы размером 6,3 мм. Продавец заявляет, что здесь 100 штук, но когда вы будете покупать, вы покупайте внимательно. Он заявляет 100 штук вместе клейма, и вот такие получается на них защитные резиночки. Поэтому, когда будете покупать, вы знаете, что вы покупаете 50 клеймов. Вот получается клейма, и такие вот резиновые на них идут. Или силиконовые, как правильно выразиться. Давайте приступим к следующей, потому что здесь, как говорится, много про них не расскажешь. Клеймы. Это хорошо. Так, сложим их в сторону. Приступаем к распаковке следующей посылочки. Смотрим, что здесь. Также запаковали добротно. Уже вижу, что это клеймы также автомобильные. Почему я заказывал именно их? Так как здесь в комплект продавец ложит, получается, красного, синего, ну и смотрю, тоже белых накидал цветов. И также это идет 50 штук этих, 50 штук этих. Когда вы будете заказывать, будьте внимательны, чтобы вы потом не разочаровались, что вам не прислали именно 100 штук таких. Продавец заявляет 50 таких, 100 таких. Но также вы можете на сайте, что у одного, что у другого, выбрать чисто отдельно, если вам надо клеймы. Я брал с такими вот, как их правильно назвать, с головы вылетело, кембрик вроде бы. Брал с ними для того, чтобы, соответственно, красиво делать проводку. Ну, давайте приступаем теперь к следующей посылочке. Здесь, я как понимаю, будет также автомобильные клеймы, насколько я понимаю. Тоже упаковка добротная, тоже с такой противоударной, что молодцы. Хоть на такую мелочевку, но вы это сделали. Да, здесь вот идут такие клеймы. Данные клеймы нужны для того, чтобы, если у вас обрыв проводки и, допустим, вам не паять, вы можете просто с помощью этой сделать или удлинить провод, или, допустим, подлатать то, что у вас прохудился. Ну, это я дальше видео сейчас покажу подробно, для чего надо. И вот это самая такая большая на сегодня у нас в распаковочке посылка. Здесь, я как понимаю, находится, да, клеймы НШВИ. Кстати, вот эти я брал 6,3 и эти брал 6,3, не знаю, говорил на видео, не говорил. Поэтому также разных размеров они у продавцов есть. Это вы будете выбирать по той проводке, которую вам необходимо прессовать и, соответственно, сделать. Ну что про наконечники НШВИ я могу рассказать. Кстати, выложу сейчас их. И вот то, что я говорил, термотрубка, то, что я заказывал у продавца. Продавец продает метражом. Цена очень приемлемая. И он заявляет, что они с клеевой основой внутри. Это мы сейчас проверим также на проводе, который сделаем. И вот получается разного сечения взял под разный диаметр проводов. 3 штуки. И если не ошибаюсь, здесь должен быть по 2 метра. Что про наконечники НШВИ я могу рассказать? Это я брал специальные наконечники для того, чтобы опрессовывать мне проводку под светильнички, которые я делаю дома.
И чтобы потом обжать в клейма. Для чего оно нужно? В этом меньше есть вероятность того, что пересекется, получается, сами жилки. То есть вы опрессовали, все классно держится, потом в клейму зажали, все отлично. Брал двух цветов, также идут они по 100 штук, здесь действительно уже по 100 штук их будет. Двух цветов для того, чтобы мне видеть, какой у меня провод, под каким напряжением. К сожалению, синенького не было у продавца, поэтому взял черный. Ну давайте теперь приступим. Покажу вам, для чего нужны какие клейма, как ими опрессовывать. Для этого я возьму два провода. Для термотрубки, к сожалению, буду пользоваться открытым огнем. Надо будет также заказать термофен, для того, чтобы без огня открытого пользоваться. Трубочки вот эти обжимать. И в предыдущее видео есть у меня про эти пресс-клещи. Это получается SN48B. Обжимает диаметр провода 0,5 и 2,5 мм квадратных. Специально брал с такими усиками для того, чтобы опрессовывать автомобильную проводку. У продавца есть сменные вот эти губки. Также сегодня покажу для наконечников иншевые. Также брал у одного продавца. Идет диаметр 0,25 и 6 мм квадратных. Для как раз вот таких вот наконечников иншевые. И также, как китайский продавец заявляет, многофункционального устройства. Но это я брал чисто для чистки проводов и обрезки. Здесь есть как бы опрессовка, но не знаю, насколько эта опрессовка хороша, поэтому я этим не пользуюсь. Чисто обрезка и зачистка. Ссылки также оставлю на продавца внизу в описании. И давайте подробно сейчас покажу, для чего какая клейма нужна. Вот давайте представим, что у нас идет это в доме проводка. Мы выставляем, кстати, здесь регулируется, можно любой длины выставить. Мы, допустим, выставили, зачистили. Видите, как хорошо. Допустим, как некоторые пользуются, и возьму вот ножом. Смотрите, насколько это будет обрезка. Тяжело делается. С помощью же этого зачистного, здесь вот такие есть нож, мы спокойненько берем, раз, все. И представьте, как многие вот зачищают ножом, да, как это неудобно. Не хочу даже показывать, все это прекрасно знают, что это неудобно. Мы просто берем, делаем легкое движение, раз, зачистили. Мой совет: провода не скручивайте никогда, когда вы берете и опрессовываете клеймы. Для чего? Это просто вам не нужно. Потому что жилы вы скручиваете, это не есть хорошо. Здесь есть направляющая вот такая, и получается провод. Что-то он не идет у меня. Наверное, пластик там зажат. Так, один провод вошел. И вот второй провод вставляю аккуратненько туда же. Все, вставил. Это я показываю вам на примере этих проводов, как я подключаю у себя светильники на подвесном потолке. Также можно на натяжных сделать. Все, вставили провода. Раз, обжали. Кстати, он обжимает не четырехгранником, он обжимает шестигранником. Специально брал для этих целей. И вот получается вот такой у нас зажим двойного наконечника. Это именно под двойные. Есть под одинарные провода такие наконечники иншевые. Но так как я делаю светильники, соединяю проводку, я взял их. И потом вы обжимаете просто в клейму, и все идеально. Видите, на разрыв не идет. Держит классно. Рекомендую. И давайте сделаем еще один нюанс. Проверим. Заявляют, что это латунь. Устроим маленький краш-тест.
Не знаю, будет на видео видно, не будет. Сейчас лужон расчесываю. Да, чесал. Я не знаю, насколько будет передавать видео. Вот, если видно вам, то здесь прекрасно заметно, что это действительно латунь. Продавец не обманул, заявил все верно. Также сейчас автомобильные проверим, потому что также заявляли, что это латунь. Берем, допустим, сейчас другой провод. Эти я распаковывать не буду. Распакую я этим. Теперь берем другой обжимник. Также представляем, что тут у меня зачищенный провод, я для чистоты эксперимента его обрежу. Представляем, что мы зачищаем провод. Берем обжимник наш, внимательно делаем, смотрим, потому что здесь есть такой буртик, и там, где больше, соответственно, обжимать надо эти. Вставляем необходимый паз, делаем несколько щелчков для того, чтобы нам освободить руки. Потом вставляем нашу проводочку, смотрим, чтобы она отсюда много не выходила. Нам это и не надо. И легким движением руки раз, обжали, все. У нас идеальное соединение, можно сказать, как по заводу в автомобиле будет. И на разрыв тоже все держит идеально. Так, что теперь про эти расскажу. Брал специально их для того, чтобы обжимать проводку там, где требует наращивания и требует, допустим, вы повредили где-то провод случайно, там болгаркой или что во время ремонта автомобиля. Или просто вам надо нарастить, удлинить или просто переделать без спайки. Для этого мы также зачищаем один конец нашего провода, зачищаем другой конец нашего провода. Берем данный пресс-клещи, опять же поджимаем наш для удобства работы, смотрим, чтобы много не выходило, за края вставляем, смотрим с этой стороны, чтобы провод стоял идеально, не заступал за другую, опрессовываем. Все, вот мы опрессовали одну сторону провода. Также другой стороной мы переставляем опять же наши пресс-клещи. Пару щелчков поджимаем. Также провод, смотрите длину, заранее внимательно чистите, для того, чтобы у вас не выходило за края. Вот опять же провод. Раз. И обжали. Все идеально обжато. Считаю данное соединение намного лучше пайки. Это лично мое мнение. Кто-то может с этим не согласиться, я это понимаю. У каждого человека свое видение и свое мнение. Потом берем данную термотрубку для того, чтобы нам не использовать изоленту, которая любит при жаре, как вы понимаете, при нагреве провода иногда раскручиваться плохого качества. На данный момент буду пользоваться открытым огнем, потому что у меня нету пистолета специально термо. И берем нашу трубочку, начинаем от центра обжимать. И получается к выходу. Сейчас попробую нагреть так, чтобы выступил клей. Чтобы вам показать, да, все, выступил клей, классно. И вот наше соединение получается на данный момент готово. Можно использовать уже в автомобильной проводке. Соответственно, сюда не будет попадать флага. И вот я не знаю, будет это видно на видео. Вот, выступил клей. То есть продавец не обманул. Я не знаю, насколько видео передаст, не передаст. Действительно термотрубка с клеевой основой. Ну что, вот мы теперь еще что я хотел проверить. Действительно ли продавец заявил, что это латунь. На магнит я уже, соответственно, не буду пробовать. Попробуем зачистить на наждаке. И как мы видим, да, действительно это латунь. Я не знаю, передает вам видео, не передает. И зачищаем вторую лужонку. Кстати,
Кто хочет покупать не лужонку, есть у продавцов сразу латунные. Но я всегда стараюсь брать луженые, так как они менее подвержены окислению. Да, действительно, тоже латунь. Так что рекомендую, продавцы не обманули. Все мы видели, для чего нужны нам эти пресс-клещи, обжимни коншевые и зачистной инструмент. Ссылочки я это скину. С помощью этого вы можете делать вот такие идеальные зажимы. Сделать вот зажим, как я сделал, и покажу вот зажим на проводке автомобильной уже был. То есть разницы в зажиме, можно сказать, ну не видно. И для NCV тоже все идеально. Надеюсь, данное видео вам было полезно. Что-то вам понравилось, что-то вы закажете. Буду рад, если вы подпишетесь на мой канал, прокомментируйте, поставите лайк. Спасибо за просмотр. И, кстати, про пресс-клещи хочу что сказать. Они есть регулировка обжима степени, как на одних, так и на других. То есть вы можете отрегулировать или больше зажим по диаметру провода, или меньше зажим, соответственно, по диаметру провода. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока.